Ребята, всем привет! Ну вот и наступил тот день, когда можно расчехлить самолет. Давайте снимем пленки и посмотрим, какого качества получился карбончик. Как же все-таки они хорошо снимаются. Так, ну а теперь взвешиваем птицу. Хуп. 3,6 килограмма. Плюс килечки. Весят на данный момент чуть меньше, чем 400 грамм. Короче говоря, весь самолет на данный момент 4 килограмма весит. Плюс 3 килограмма топлива, это уже 7. И плюс 1,5 двигатель, это 8,5. Ну, допустим, добавится еще 1,5 на краску, на внутреннее убранство, на батарейки, на приемники. Ну, это уже максимум, я думаю, больше не добавится. Короче, 10 килограмм весить будет. Или около того. Ну что ж, ребята, вполне себе нормально. Не знаю, сколько добавит масса за счет шпаклевки и покраски, там посмотрим. Но хотелось бы это все дело выровнять и хорошенечко задуть. Птица лютая получается вообще. Глазастая, с одним глазом. Эх, запах нового. С большим удовольствием приступил к полному шпаклеванию самолета. Использую шпаклевку по пластику. Весь процесс выглядит вот так. Размешиваю. Так. И пока она не застыла, по-быстренькому наношу. Поверхность предварительно была зашкурена, чтобы улучшить адгезию. Затягиваю сразу весь самолет, чтобы было комфортнее чистить. Видите, хоть и толстым слоем наносил карбон, но уже есть одна проплешина. Надо бы ее как-то заклеить. Здесь пока не буду ничего наносить, потому что хочется видеть, где отрезать. Ну, короче говоря, вот эта линия мне нужна. По ней я буду ориентироваться, как вырезать люк. Пока работы очень много, приступил к выравниванию верха. На шпаклевание уйдет как минимум целая банка вот этого добра. Сколько здесь вес? 0,5 килограмм. Но массу самолета это вряд ли повысит, потому что будет все практически счищаться. И даже часть карбончика. Ну, в общем, должно остаться при своих, в теории. А там посмотрим. Зашпаклевал с двух сторон. Ушла почти вся банка, почти все 0,5 килограмм. Крайне аккуратно приступил к выпиливанию люка. Наметил скотчем аккуратненько. И потихонечку пилочкой делаю это грязное и пыльное дело. Сейчас самая главная цель — хорошенечко выровнять поверхность. Поэтому взял жесткий рубанок, грубый наждачок, это сеточка на 80, и потихонечку буду выравнивать. Стараюсь равномерно зачищать, получается вот так вот пятнами. То есть видно, что шпаклевка практически вся стирается. Вот это уже место без шпаклевки, чистая углеткань. Она, кстати, тоже немножко стирается, но стараюсь не доводить до большой глубины, чтобы все-таки какая-то прочность у нас оставалась. Ну а стираю по максимуму для того, чтобы уменьшить вес. Все-таки шпаклевки полкилограмма наложил. И надо все это дело счистить теперь. Не знаю, ровно оно получается. Нет, вроде бы ровно. Но есть еще места такие бугристые, непонятные. Придется еще разочек затягивать вот эти самые страшные места. Вот так идет процесс, движуха.
И работаем, ребята. Большая, просто гигантская радость у меня. Тушняк этого самолета, похоже, что полностью готов под малярку. Еще будет грунтоваться, добавляться вес, краситься, но то уже мелочи. Главное, что он выровнен абсолютно полностью. Получился красавчик, ребята. Давайте посмотрим, сколько весит. 4,15 килограмм. Такой вес этой тушки. Давайте еще положим все комплектующие. Потому что они уже есть и тоже дают свой вес. 4,8 килограмма. Вес самолета. Плюс 3 килограмма топлива. Плюс двигатель. Где-то 9,5 килограмм будет. Грубо говоря, до 11 килограмм. Еще 1,5 килограмма есть запасик. Это очень хорошо. Вся процедура выравнивания длилась целый день. Пришлось подшпаклевывать около 10 раз сверху и около 5 раз снизу. То есть не полностью перетягивать, полностью перетягивал всего лишь один раз. Потом пару раз перетягивал частично большими пятнами. Ну а остальное, всякие вот такие вот нюансы заделывал. Делал ровные кромки внутренние. Потом вот здесь много раз пришлось шпаклевать. Все это где-то около 10 раз по верхней стороне. Вот. Ушло 2 банки шпаклевки. Сначала я полкилограмма купил, потом докупил 250 грамм. Я также зашпаклевал элевоны. Здесь совсем по минимуму. Практически ничего не добавилось. И кили. Кили еще не зачищал пока. Что-то как-то они долго сохнут. Всю зачистку производил сетками на 80. Ушло 7 штук. Целый день работал в респираторе, в перчатках. Но вроде бы не чешусь. И чешуя никакая не растет на коже. Вроде бы все нормально. Дальнейшая процедура. Хочется отделить люк и начать уже делать внутрянку. Отделять буду с помощью вот этого инструмента. Тяжеленький получается люк. Надо бы его как-то облегчить. Быстро удалил пенопласт. Получилась вот такая лодка. И похудела она при этом на где-то 60 грамм. Сейчас я, правда, внутрь вложу стеклоткань. Крышка люка, можно сказать, что полуготова. Здесь желательно не спешить, делать все осознанно. Начну потихоньку выпиливать. Нужно сделать достаточно места для того, чтобы поместилась вся аппаратура. Думаю, такой ниши для моих нужд будет достаточно. Вклеил вставочку из бальзы. Мало ли. А вдруг шасси захочу вставить. Ну, то есть это на будущее. Не помешает. Я думаю, весит немного. Но дает такую возможность. В крыльях, кстати, тоже есть. Где-то здесь, чуть дальше центра тяжести. Теперь опять буду клеить стеклоткань. И оставлю застывать. Ниша есть. Ху-ху! Ха-ха, ребята, сколько удалось сделать за сегодня. Это просто фантастика.
С видео, пожалуй, все. В следующем видеоролике, думаю, покраску вы не увидите. И полетов тоже не увидите. Я не знаю, честно говоря, когда будут полеты. Но я точно могу сказать, что мы увидим обустройство вот этой ниши. То есть нужно заряжать туда аппаратуру, нужно прицеплять элевончики, все это соединять и делать полноценную конструкцию. В общем, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!